Чувство вины знакомо большинству людей. Вы что-то сделали, и это создало проблемы другим людям. Или вы что-то не сделали, но считаете, что должны были сделать, и из-за вашего бездействия пострадал кто-то. Или не пострадал, но сделал вид, что пострадал. То есть он показал вам, что вы поступили неправильно, и он обиделся на вас. Поскольку пострадал близкий или важный для вас человек, вы испытали большое недовольство собой, своим поведением. Вы осудили себя за то, что вы сделали или не сделали. Это недовольство собой называется чувством вины. Это очень неприятное ощущение, от которого хочется поскорее избавиться. В нем вроде бы нет чисто физического страдания, но по ощущениям оно похоже на то, что вас кто-то наказывает. Но наказывает не кто-то извне, а вы сами. Сами наказываете себя за допущенную вами ошибку или отклонение от идеала. Можно сказать, что к ощущению вины склонны избыточно деликатные люди, которые сами готовы испытывать страдания, когда видят или думают, что они чем-то причиняют дискомфорт другим людям. Чувство вины резко снижает уровень вашей энергетики. Свою энергию вы отдаете тому, кому вы доставили неприятность. Вы напряженно думаете о нем, и тем самым вы посылаете ему свои жизненные силы. В итоге вы ощущаете, что ваша энергетика падает, а это очень неприятное ощущение, от которого хочется побыстрее избавиться. Обычно люди с сильным чувством вины имеют низкую самооценку. Да и как можно иметь высокую самооценку, если вам все время нужно угождать другим людям? Поэтому, если вы имеете такую возможность, то вы пытаетесь побыстрее перестать быть виноватым. А для этого всего лишь нужно сделать то, что вы не сделали для другого человека. Например, вы отказались купить игрушку своему ребенку или купить новую машину своей любимой женщине. В итоге они испытывают страдания, плачут и всячески показывают вам, как они страдают. Источником их страдания являетесь вы с вашим жмотством. Если вы склонны испытывать чувство вины, вы обязательно его испытаете. И чтобы избавиться от вины, вы постараетесь сделать то, чего ожидают от вас обиженные на вас или пострадавшие от ваших действий люди. Чем отличаются люди, склонные быть виноватыми, от тех, кто никогда не чувствует себя виноватым? Надеюсь, вы уже посмотрели видео на этой странице «Что такое человек» и «Что такое наши эмоции». Если не смотрели, то вернитесь, пожалуйста, и посмотрите. Без этого вам будут непонятны последующие рассуждения. Люди, склонные к ощущению чувства вины, характеризуются некоторыми убеждениями, которые хранятся у них в центре готовых решений или по-иному в подсознании, и которыми они бессознательно руководствуются. Какие убеждения лежат в основе чувства вины? Скорее всего, вы никогда об этом не задумывались, а они достаточно просты. Если вы склонны испытывать чувство вины, то у вас в подсознании хранятся убеждения. Я никогда не должна доставлять огорчения или неприятности близким мне или просто окружающим меня людям. Я должна все делать самым лучшим образом и вовремя, чтобы не вынуждать страдать окружающих меня людей. Если я что-то делаю неправильно или не вовремя, я достойна наказания. Я плохая, а плохой человек должен быть наказан. Я всегда и во всем должна быть совершенным человеком. Я не могу совершать ошибки или не выполнять обещания, иначе я буду источником неприятностей для окружающих меня людей. Это недопустимо. Это формулировки для женщин. У мужчин все то же самое. Нужно сказать, что этот набор убеждений указывает на наличие у вас идеализации, то есть преувеличения вашего несовершенства. То есть вам нужно работать над повышением самооценки и любви к себе. И по мере роста вашей самооценки и ваше чувство вины будет исчезать. Кто создает чувство вины в вас? Скорее всего, это делает ваш центр обеспечения безопасности, или он же ваш рептильный мозг. Рептильный мозг прекрасно знает, какие убеждения хранятся в вашем подсознании, и все время сравнивает с ними результаты ваших практических действий. Как только он обнаруживает, что вы в чем-то отошли от своих убеждений, то он оценивает эту ситуацию как опасную.
и тут же принимает свои защитные меры. Это похоже на вашу реакцию, когда другие люди нарушают ваши ожидания. В таких ситуациях вы можете испытывать вспышки раздражения или гнева, чтобы воздействовать на нарушителей ваших ожиданий. То есть ваш рептильный мозг переводит вас в возбужденное состояние с тем, чтобы вы силой заставили нарушителя ваших ожиданий поступать так, как вы считаете правильным в своих убеждениях. Например, ребенок принес плохую оценку из школы. Вы даете вспышку раздражения и грозно выговариваете ему, как он должен учиться. Он вас пугается и начинает учиться лучше. В случае с виной происходит все то же самое. Обнаружив расхождение ваших ожиданий и реальности, ваш рептильный мозг переводит вас в состояние возбуждения с тем, чтобы вы воздействовали на нарушителя ваших ожиданий. Но в случае с виной нарушителем ваших ожиданий являетесь вы сами. Поэтому ваш рептильный мозг набрасывается на вас же, чтобы вы исправились и никогда больше не нарушали своих же ожиданий. Вы испытываете недовольство собой. Это и есть процесс нападения на себя. То есть можно сказать, что рептильный мозг реализует ваше бессознательное ожидание наказания за нарушение своих же убеждений. Это нападение вашего рептильного мозга на вас же называется виной. На алгоритме приведен упрощенный алгоритм возникновения эмоции вины. Есть некоторые ситуации, в которые вы повели себя так, что кто-то пострадал. Вы не купили ребенку игрушку, и он заплакал. Вы обещали помочь человеку, но забыли об этом, и у него возникла проблема, и так далее. Совпадает ли реальность и ваши ожидания? Нет. С целью обеспечения вашей безопасности рептильный мозг меняет ваше энергетическое состояние, переводит вас в возбуждение для борьбы с собой. Поскольку расходовать энергию на борьбу с вами же невозможно, вся возбужденная энергия создает в вас очередной эмоциональный блок. Параллельно меняется гормональный состав вашей крови, и вы испытываете чувство вины, от которого вам очень хочется избавиться. Если есть возможность исправить ситуацию, вы ее исправляете, то есть покупаете ребенку игрушку, напрягаетесь и помогаете вашему знакомому, его проблема уходит. У вас исчезает чувство вины. Но это простой вариант, когда вы испытываете вину и тут же избавляетесь от нее. Бывают ситуации, когда вы не можете исправить ситуацию, это вне ваших возможностей. Например, ваши родители хотят, чтобы вы отлично учились в школе, но при этом они не приложили никаких усилий к вашему интеллектуальному развитию в дошкольном возрасте. Поэтому вы учитесь, но не вытягиваете на тот уровень, который нужен вашим родителям, и они переживают из-за этого. У вас возникает чувство вины перед ними, которое с годами только усиливается. Или ваша подруга попросила у вас совета, стоит ли ей выходить замуж за мужчину, который сделал ей такое предложение. Вы дали ей совет, что стоит. Но у них отношения не сложились, как говорится. Они разошлись, а ваша подруга обвинила вас в том, что вы испортили ее личную жизнь. А вы с вашими убеждениями, что не должны доставлять никому страданий, приняли на себя ответственность за ее ситуацию и погрузились в чувство вины. Или тяжело заболел кто-то из близких вам людей, нужно много денег, чтобы обеспечить ему лечение. Но у вас таких денег нет. Вы пробовали их занять, но никто вам их не дал. В итоге вы обвинили себя в том, что вы не помогли близкому человеку и надолго зависли в этом состоянии. Подобных ситуаций может быть множество. Вас в чем-то обвинили, или вы сами выбрали стать виноватым и зависли в этом на многие годы. Алгоритм возникновения вины в таком варианте развития событий приведен на экране. В этом алгоритме показаны промежуточные моменты, когда вы пытались исправить ситуацию, но ничего не получилось. Итог тот же, что и раньше. Вы вынуждены наказать себя за то, что создали проблемы другим людям. Ваше чувство вины создал в вас ваш же рептильный мозг. При этом намерения у рептильного мозга были самые хорошие, сами понимаете. То есть вина возникает тогда, когда в своих убеждениях вы видите себя совершенным человеком, никогда не доставляющим никаких проблем окружающим людям. Но так не получается.
Обязательно происходит что-то, что не зависит от вас, и люди страдают. Возникает расхождение ваших ожиданий относительно себя и реальности. Ваш рептильный мозг оценивает эту ситуацию как опасную и нападает на вас же, и силой пытается заставить вас соответствовать вашим же ожиданиям. Это похоже на бред. Но это тот бред, в котором живут миллионы людей. Можно ли из него выбраться без таблеток и без профессиональной помощи психологов? Можно. И для этого всего лишь нужно посмотреть на тех людей, которые не испытывают чувства вины. Какими убеждениями руководствуются люди, не склонные к переживанию чувства вины? Как понимаете, это совсем другие убеждения. Примерно следующие. Все, что я делаю, правильно. Я люблю себя и одобряю все свои поступки. Если у кого-то что-то произошло или не получается, это создал он сам. Это его реальность, которую он сам сотворил своими мыслями и поступками. Я позволяю окружающим меня людям делать свой выбор и самим творить свою реальность. Я могу помочь окружающим людям только тогда, когда они готовы к моей помощи. Я делаю все, чтобы у окружающих меня людей все было хорошо, но я понимаю ограниченность своих возможностей и отношусь к этому спокойно и отстраненно. Я люблю себя. Я одобряю себя и все свои поступки. Все, что я делаю, правильно. Как видите, перечень характерных мыслей человека, не склонного к переживанию чувства вины, начинается и заканчивается мыслью о том, что все, что он делает, это правильно. А раз этот человек все делает правильно, то у его рептильного мозга нет оснований нападать на него. У него нет убеждения о том, что он должен быть хорошим для всех. У него нет убеждения о том, что он своими действиями не имеет права нарушать чей-то комфорт или доставить кому-то проблемы. Вам понятна логика этих рассуждений? Вы с ней согласны? Возможно, у вас может возникнуть страх, а не стану ли я в итоге суперэгоистом, думающим только о себе и заботящимся только о себе? Можете не волноваться на этот счет. Если вы склонны винить себя по многим причинам, то перейти в состояние эгоиста – это очень длинный для вас путь, требующий огромных усилий. И на этом пути вы в любой момент можете остановиться и зафиксировать полученные изменения, то есть стать более свободным в принятии решений, которые вы считаете правильными, и оставаться при этом достаточно деликатным человеком, который учитывает реакцию окружающих на свои действия. То есть вы по-прежнему будете действовать так, чтобы причинить минимум неудобств другим людям. Но если в силу обстоятельств у вас что-то не получилось, или вы вынуждены будете доставить дискомфорт другим людям, то вы сделаете это спокойно и доброжелательно. Конечно, имея внутреннее убеждение о том, что вы должны быть удобны для всех, вам никогда не стать богатым человеком, поскольку для получения себе больших денег вы должны будете забирать их у множества людей, которые будут этим недовольны. Поэтому богатые люди просто действуют и совсем не переживают по поводу того, приятно ли это окружающим людям. Значит, если вы научитесь относиться спокойно и доброжелательно к ситуациям, когда другие люди будут вами недовольны, то ваши доходы могут многократно увеличиться, но вы останетесь приличным и внутренне свободным человеком. Конечно, доходы могут увеличиваться не сами по себе, а только если вы приложите достаточное количество правильных усилий для получения денег. То есть, человек без чувства вины не стремится создавать проблемы окружающим, если у него все в порядке с психикой. Он просто делает то, что считает нужным, и не испытывает каких-то переживаний, если окружающим это не нравится. Как понимаете, это убеждение успешных людей, которые уверенно идут к своим целям и не тратят свое время на реальные или мысленные извинения перед теми, кому они доставили неудобства. Понятно, что не всем нравится такое поведение. Такими людьми невозможно манипулировать и заставлять их делать то, что хочется манипуляторам. Зато, если у вас есть убеждение о том, что вы обязаны быть хорошим человеком и не должны доставлять кому-то неприятности, то вами очень легко управлять. Вам достаточно сказать: «Как ты мог так поступить? Как тебе не стыдно? Где твоя совесть?»
как на вас тут же навалится чувство вины, и вы побежите делать то, что нужно человеку, обвинившему вас в отсутствии совести. То есть, отличие вечно виноватого человека от того, кто не склонен испытывать чувство вины, состоит всего лишь в том наборе поведенческих команд, которые хранятся у них в подсознании. Значит, если вам надоело все время угождать другим людям и быть вечно виноватым от того, что кто-то испытал дискомфорт от ваших действий, то вам нужно всего лишь заменить в себе набор убеждений о том, как вам следует относиться к ситуациям, когда вы создаете дискомфорт окружающим людям. Сейчас вы страдаете в таких ситуациях. А вам нужно всего лишь заложить в себя команду о том, что отныне вы спокойно и отстраненно относитесь к ситуациям, когда ваши действия или бездействие создают сложности или проблемы окружающим людям. То есть перепрограммировать себя, изменить набор своих поведенческих программ. Это возможно, но не так просто, как хотелось бы. Существует несколько внутренних механизмов, которые будут препятствовать вашим изменениям. Один из механизмов блокировки ваших усилий вы уже знаете. Это эмоциональные блоки, которые были созданы в процессе вашей борьбы с самой собой или с самим собой, в зависимости от вашего пола. Когда вы делали что-то, что приводило к страданиям других людей, ваш рептильный мозг активировал энергию в вашем теле, чтобы силой воздействовать на нарушителя ваших ожиданий или убеждений, то есть на вас же. Понятно, что потратить энергию на борьбу с самим собой довольно сложно, поэтому возбужденная в вас энергия не использовалась, а откладывалась в эмоциональные блоки. В результате у вас в теле образовался большой эмоциональный блок, заряженный энергиями борьбы с вами же. Он начал постоянно отслеживать ваши действия с тем, чтобы обнаружить, когда вы нарушите свои убеждения о том, что нельзя причинять вред другим людям. И как только он обнаруживал ситуацию, когда вы оказывались недостаточно хороши, он тут же активировал процесс нападения на вас, то есть у вас возникало чувство вины. Это тот же процесс, когда живущие много лет вместе муж и жена накапливают внутри большие эмоциональные блоки, заряженные друг против друга. Эти блоки начинают отслеживать поведение друг друга с тем, чтобы найти повод для очередного нападения. Муж и жена начинают видеть друг в друге только недостатки. Все то, чем они раньше восхищались друг в друге, куда-то исчезает. Все то же имеет место при наличии убеждений, что вы не должны причинять страданий другим людям. Имеющийся у вас эмоциональный блок всегда готов напасть на вас и наказать вас за то, что вы нарушаете свои убеждения. Понятное дело, что это является смыслом его существования. Поэтому, когда вы захотите убрать у себя убеждение о том, что вы никогда не должны причинять страдания окружающим людям, то ваш эмоциональный блок будет препятствовать таким изменениям. Ведь если вы измените свои убеждения, эмоциональный блок перестанет быть нужным, и ему придется исчезнуть за ненадобностью. А он с этим не согласен, поэтому он будет всячески препятствовать попыткам ваших изменений. Вы будете забывать о своем намерении изменить свои убеждения. Вы будете все время отвлекаться на какие-то другие дела. Вы будете буквально засыпать при попытке начать работу над собой и так далее. Эти процессы противодействия нужным вам изменениям происходят при любой смене убеждений, и их нужно преодолевать усилием воли. Но это еще не все. Есть еще привыкание к определенным состояниям на физиологическом уровне. Вы явно слышали о том, что любые эмоции и чувства в нас создаются путем вбрасывания в кровь определенного набора гормонов. Этим процессом заведует наша лимбическая система. Любовь, гнев, обида или вина тоже – это все наборы разных гормонов. Если вы много лет испытывали чувство вины, то ваш организм привык к наличию в крови определенного набора гормонов. Когда вы пробуете перестать быть вечно виноватой, то в организме может возникнуть своеобразная ломка, вызванная нехваткой привычного набора гормонов, и у вас возникнет сильное желание вернуть себе привычное состояние виноватости. Эту гормональную зависимость придется преодолевать с помощью
силы воли. О третьем механизме противодействия замене каких-то убеждений в своем подсознании вы знаете из видео «Что такое человек?». Здесь лишь напомним о нем. Когда вы пробуете принять для себя какую-то новую информацию, то ваш разум оценивает ее по мажоритарной логике. То есть разум запрашивает у подсознания, какая там уже имеется информация на эту тему, и потом сравнивает убедительность новой информации и уже имеющейся в вашем подсознании. И считает правильной ту информацию, которая имеет наибольший вес, то есть более убедительна. Например, вам надоело быть вечно виноватой, и вы решили заложить в себя новое убеждение типа «отныне я спокойно и отстраненно отношусь к любой реакции окружающих меня людей на мои действия, которые я считаю правильными». То есть вы хотите изменить свое отношение к ситуациям, когда ваши действия могут причинить неприятности окружающим людям. Например, когда вы увольняете своего сотрудника, не выполняющего должностные обязанности. Раньше такие действия были для вас недопустимы, но теперь вы хотите относиться к ним спокойно. Когда вы попробуете загрузить в себя новое убеждение, ваш разум запросит подсознание о том, что там имеется на тему вашего отношения к ситуациям, когда вы можете создать неприятности или неудобства другим людям. И получит ответ, что вы давно и жестко уверены, что причинять любые сложности другим людям для вас недопустимо. Поскольку вес этих уже имеющихся в вас убеждений значительно больше, чем вес нового убеждения, то разум спокойно отвергнет его. Это обычная логика критического восприятия любых новшеств. Значит, вам придется применять какие-то приемы или средства для обхода сопротивления вашего разума. Это может быть прием эффективное самопрограммирование или кодированные аудионастрои. Более подробно о них вы узнаете на рабочей странице ниже. И последний вопрос. Некоторые люди считают себя виноватыми почти за все, что происходит вокруг них, а другие люди никогда не считают себя в чем-то виноватыми. Как думаете, кому жить легче? Вечно виноватому или тому, кто никогда не винит себя? Конечно, легче жить тому, кто не считает себя виноватым. Такой человек сам принимает решения и не подстраивает их под мнение окружающих. Он заботится о себе и своих интересах в первую очередь, и этим он может быть неудобен окружающим его людям. Нужно сказать, что наше общество в целом одобряет, когда человек склонен считать себя виноватым. Таким человеком легко управлять, обвинив его в том, что он нарушает какие-то правила и тем самым доставляет страдания окружающим. Само слово «обвинив» несет в себе значение сделать другого человека виноватым и покорным вашему или чьему-то еще влиянию. Когда человек меняет свои убеждения, он становится более независимым и самостоятельным в своих решениях и действиях, то есть им сложнее управлять. То есть теперь, когда вы понимаете скрытые механизмы, заставляющие вас поступать так или иначе, вы можете сделать осознанный выбор, каким человеком вы хотели бы быть. Если вы выберете освободиться от чувства вины и начать жить с любовью к себе и заботой о себе, то инструменты для такого изменения вы найдете на этой рабочей странице.